Питания жиры занимают особое положение. Мы говорим про животные жиры и в первую очередь про сливочное масло. Абсолютно особенный продукт, ничем другим просто так не заменяемый. Да, мы внутри можем синтезировать свои биологические, собственно, человеческие, скажем так, аналоги, но это весьма и весьма не бесплатно. Гораздо более выгодно получать это извне. Почему? Потому что печень, как биохимическая лаборатория, должна и убирать вещества из обмена веществ, то есть, избавляться от ненужного, да? И синтезировать нужное нам из того, что мы съели и переварили. И эти два процесса достаточно интенсивны. Плюс, если попадает внешняя какая-то интоксикация, там, привет жителям больших городов, которым я, допустим, сам являюсь, это тоже работа и печени тоже. Плюс, если поступает какой-то поддельный продукт питания, то его там нештатные абсолютно продукты переваривания, перерабатывать это опять же печени задача. В общем, у печени задач куча. И лучше будет, если мы ее от этих задач освободим, хотя бы отчасти. Так вот, сливочное масло – это энергоисточник, то есть насыщенные жирные кислоты, топливо для сердца. Вообще, если кто не знал, то мускулатура и мозг, допустим, работают на глюкозе, и жир можно преобразовать в глюкозу для того, чтобы питать мускулатуру, то сердце работает на жирных кислотах. Там другой обмен веществ, сердце вынуждено работать постоянно, и мы часть их синтезируем, и хорошим исходником для этого синтеза, там буквально пару разрядов на молекулу наложить, является как раз сливочное масло. Сливочное масло является исходником для части гормонов, например, половых. Оно используется для структурирования кожи, то есть наше, допустим, кожное сало, или как его там более эффектно назвать. В общем, оно синтезируется тоже. Есть более простой путь синтеза, если есть в рационе питания сливочное масло качественное. У сливочного масла есть две формы, то есть непосредственно сливочное и топленое. Различаются количеством, соответственно, жиров и белков. То есть сливочное, там процентов хорошо, если 80, на самом деле меньше жиров, а часть остальные белки, да. В топленом, соответственно, там жира 99%, воды как бы нет. Сливочное для того, где нужна низкая температура, то есть всякие там бутерброды, салаты, соусы, там плюс-минус для выпечки. Топленое для того, где нужно температуру реально повышать. 200 градусов, 300 градусов. Сливочное масло это вполне может выдержать без какого-то вредного окисления, если вы не будете его смешивать с водой. То есть жарить это жарить, а вот тушить это абсолютно следующее мероприятие. В других видео, кстати, коснемся. Это тоже важная тема. Поэтому процесс перетапливания тоже процесс хороший, но чтобы у вас получилось перетопить, нужно что-то натуральное взять. Перед тем, как проводить какие-то манипуляции с продуктом, нам нужно убедиться, что мы купили действительно сливочное масло. У меня были случаи, когда я 5-10 килограммовые партии просто сдавал в магазин, потому что продавали мне, мягко говоря, не совсем то, что мне было нужно. Итак, я взял немного сливочного масла из пачки, которую позже буду перетапливать, но оно слегка уже растопилось. И тестирующим агентом у нас будет кипяток. Не горячая вода, а конкретный кипяток, только что вскипевший чайник. Берем небольшое количество в стекло, желательно прозрачное, чтобы вам было видно, и начинаем мешать. Да, я почти освоил это искусство помешивания без звона. Прекрасно. Чем более горячий кипяток, чем больше вы налили воды, тем более показательный тест. И растопило масло тоже специально, чтобы еще сделать его более наглядным. Я помешиваю, чтобы разделить белки, которые, как вы видите, уходят в воду, и жир, который, разумеется, всплывет. Чем больше я помешал, тем более качественный тест получу. То молочный жир золотистый и прозрачный, почти прозрачный. Белок, соответственно, молоко, разбавленное водой. Вот состав практически идеального масла. Если вы видите что-то отличное от прозрачного золотистого молочного жира наверху, то либо вы пожалели температуры, либо вы купили то, что не совсем как бы масло или совсем не масло. Допустим, какие могут быть варианты? Может быть вода прозрачная, а жир белый. Жир белым быть не может. Если вода прозрачная, нет белка молочного. Где молок Если вода прозрачная, значит белка молочного в смеси нет. Но в масле не может не быть молочного белка. Если жир непрозрачный, значит это жир, но не сливочный. И дальше по списку, в общем, вариантов куча, а образец один.
Перетапливание удобнее брать достаточно объемные формы, то есть кастрюлеподобные. Но я использую с антипригарным покрытием. Кстати, моя любимая форма для выпечки. Хлеба имеется в виду, у меня таких целая серия. Выглядит не супер круто, но работает уже несколько лет. Со светлых времен первых экспериментов. В общем, само оно уже достаточно теплое, но все еще горячее. Так, сейчас. Ага. Нет, покажу сбоку. В общем, само масло, когда перетоплено, оно четко разделяется на жиры и на белки. И похоже, что я слегка его перегрел. Вот эти вот кусочки падают. Практически жареный белок. Искусство состоит в том, чтобы поймать момент, когда он готов поджариться, но еще не коричневеет. Тогда масло получается золотистым и со свежим сливочным вкусом. Так, хорошо. Пусть будет вот так. В общем, вот как выглядит это дно формы. Вот кусочки. Чем не мясо во фритюре. Так, вот, значит, наше масло. Храним мы, разумеется, в стекле. Вот. Ну, отлично, следы оставил. Вот, абсолютно насыщенный золотистый цвет, все еще золото. Если оно покоричневело, значит вы перегрели. Но вы по цвету белка тоже увидите. Желательно, конечно, накрывать полностью, чтобы доступа воздуха тоже оно не имело. Но у нас нет выбора, демонстрационный, значит, образец. Хорошо перетопленное топленое масло может храниться месяц без холодильника и ничего ему не будет. Вот, но, разумеется, у нас оно так долго не хранится, мы его быстро едим. Для энтузиастов есть, конечно, другой способ. Не так, как я чуть ли не на открытом огне это делал, да? А на водяной бане. То есть вы кладете масло, допустим, в сливочную банку, но побольше вот этой. Банку ставите в кастрюлю с водой. Вот, вода кипит, и тогда температура смеси не поднимается выше 86 градусов. Идеальное условие для перетапливания, но я не очень люблю слишком нежный вкус, и самая мелкая фракция белка не всегда уходит. Вот, я люблю больше вот такой вот. Но если вы сделаете на водяной бане, оно будет чуть более прозрачным, хотя, в принципе, весь тот же самый принцип у вас будет реализован. Белок